Привет! Вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на выставке Caravan Salon Düsseldorf. И сегодня мы на стенде премиального немецкого бренда Marella. И в обзоре сегодня Loft 82 LB. Marella, как я уже сказал, это премиальный бренд, вот такие огромные премиальные автодома. В основном они делаются под заказ, и планировка очень гибко, как кубики лего, собирается под конкретно ваши потребности, но тем не менее есть какие-то серийные версии, в которые тоже можно внести изменения, если у вас возникла такая потребность. И вот у нас сегодня как раз такая планировка под названием, под маркировкой LB. Длина этого автодома у нас 8,5 метров. 8580, вот. Ширина 2,40, высота 3,41. Шасси у нас Iveco, 207 лошадиных сил, вес машины 7,5 тонн, 7,490. Ну и мы, конечно же, идем внутрь смотреть, что там да как. В наших роликах на канале мы не в первый раз попадаем внутрь Marella. Даже одна такая машина, но не конкретно такая, Marella Home, продавалась в Москве, была успешно продана, и кто-то на ней сейчас катается по России. Если сейчас вы смотрите этот обзор и понимаете, что да, это ваш вариант, то вы можете обратиться в компанию «Яхты на колесах». Если вы живете где-то в странах СНГ, то, возможно, вот такая машина может приехать к вам. И мы, собственно говоря, в кабине. Здесь у нас руль Iveco. Все остальное в целом, по большей части, уже сделано Marella. Такой прям полноценный супер интеграл. Мне очень нравится, как здесь все по дизайну решают они, потому что создается максимальное ощущение, что ты вот в этом комфорт уровне, когда ты просто как на яхте на этом большом автодоме, хотя я, если честно, не до конца понимаю такой формат путешествий, когда у тебя вот такой автодом. Наверное, если еще больше, то может быть уже это совершенно другой уровень, но мне как-то ближе прицепы. Я вот, собственно говоря, к чему все это, призываю вас к дискуссии в комментариях на тему такого размера, таких автодомов. Ну, давайте разбираться, что у нас здесь. Здесь у нас 9-ступенчатая коробка-автомат, про мощность двигателя уже сказал. Кнопки очень похожи на те, что мы видим в Fiat, потому что Iveco является частью одной компании, в которую входит и Fiat. И тут есть вот эти стандартные привычные часики для Marella. Они вставляют сюда, такое, типа, это как Rolls-Royce. Вот. Выше вижу Garmin. То есть мультимедийная система, по всей видимости, с навигатором, но самого экрана здесь нету сейчас, он как-то на магнитке сюда должен крепиться, поэтому подробнее рассказать не могу, есть только его, так сказать, одна часть в данном случае. Климат-контроль, конечно же, все различные помощники, помощь при потере контроля полосы, и, кстати, вот справа здесь у нас шторки. Сейчас выключено зажигание, но, в общем, шторка, которая закрывает лобовое стекло, она на электроприводе. Нажимаем кнопку, она опускается, поднимается. В общем, все красиво, все хорошо. Дальше уже прям сразу начинается практически в кабине жилое пространство. Нажимаем кнопку, видим привычные замки-фиксаторы и вот такая небольшая ниша для хранения вещей. Да, господи, даже бардачок у нас решен уже именно таким жилым образом, так сказать, как это делается в жилом модуле. Выведен какой-то USB. Зачем USB, непонятно. Возможно, какая-то флешка подключается или что-то такое к мультимедиа, что-то в этом роде. Откуда-то заглушка с логотипом Marella. Откуда? Без понятия. Ниже еще один ящик для хранения. Нет, здесь не для хранения, здесь мы получаем доступ к печке, которая у нас в кабине. Ну и кресла, конечно же, поворачиваются. За моей спиной двери водительской нет, входим мы только через основное пространство. Основное жилое пространство. Поворачиваемся, и у нас здесь, конечно же, столовая группа. Прям полноценная гостиная комната, можно сказать. Вот таким образом увеличивается стол.
Стол гигантский, хотя машина в целом рассчитана на 4 путешественников, то есть это 4-местная комплектация. Ну, чаще люди вообще на таких машинах путешествуют, либо это уже такой размеренный отдых там с семьей, где есть, допустим, пара, у них основная вот спальня, ну и может быть кто-то там, дети или еще что-то присоединяются на вот эту опускаемую кровать в передней части, как у нас это бывает в интегралах. Либо же там, допустим, бывает, что водитель ездит, и вот он место для водителя. Какая-то такая концепция здесь. Соответственно, столовая — это у нас 3 кресла, которые поворачиваются. У нас здесь 4 ремня. Раз, два, три, 4 кресла вы видите, и еще одно вот здесь у нас возможно сидеть, пристегнуться. Даже нет, не одно, у нас по идее 5 ремней. Да, у нас 5 ремней, 5 человек может ехать, ну и 4 спальных места. Хотя кровати, конечно, большие, поэтому я думаю, что можно расположить здесь теоретически больше людей, но нужно ли, это уже вопрос. Кровать, конечно же, в передней части у нас с электроприводом, опускаем спинки сидений, нажимаем кнопку и, пожалуйста, красиво, плавно и изящно у нас опускается вот это большое спальное место. Сейчас я его зачем до конца опускаю, будем мерить, будем смотреть, что у нас здесь получается. Давайте до конца не буду опускать, а то сиденье там у меня плохо опущено. Раз, два, три. 120 сантиметров, хотя на самом деле как будто могло бы быть и побольше, но, как я уже сказал, это не основная спальня. 120 на 2. 120 сантиметров на 2 метра. У нас размер кровати. И что еще интересного здесь? В столовой группе у нас есть еще телевизор. Сейчас мы поднимем до конца кровать. В столовой группе есть виноград, потому что в Marello заботится о своих клиентах. Даже если вы просто пришли поглазеть на стенд вот здесь вот в Дюссельдорфе. А еще из интересного у нас здесь вот такие места для хранения бокалов. И казалось бы, вроде полочка большая, а открываешь так мало места. Потому что у нас здесь вот так вот раз спрятан телевизор внутри этого же ящика. Естественно, он на электроприводе поднимается и скрывается вверх. И больше это черное зеркало вам тут не зияет. Пульт управления всеми системами автодома находится за вот такой аккуратной дверкой, чтобы вам все это не мозолило глаза. Здесь у нас солнечные батареи, соответственно, установлены. Мощность, к сожалению, на стенде не указана, но опять-таки это вопрос такой опциональный. Если вы уже соберетесь заказывать такой автомобиль, то можно будет договориться о том, какие именно батареи вам нужны и нужны ли вообще. Но, в принципе, они здесь практически всегда есть. Спутниковая тарелка раскладывается, ну и вот такой аккуратненький пульт, на котором мы включаем насос, там проверяем газ, запасы чистой и серой воды. Что делает этот пульт? Честно говоря, я не знаю, похоже, что это просто заглушка. Да, это просто заглушка, это я дурак. Но печки здесь управления нет. Я не знаю, где она, где-то, возможно, есть еще. Я, по крайней мере, не нашел. Но есть в спальне включение, печка Альде. Опять-таки, я уже упомянул этот момент. Кухня у нас тоже уже максимально похожа на какую-то домашнюю, большую. Столешница из искусственного камня, при этом мойка все равно закрывается тоже такой дощечкой, она тоже из искусственного камня. Достаточно тяжелая, но опять-таки вспомним, сколько весит машина, это вполне себе логично. Кран можно использовать вот так вот, направляя в нужную нам сторону, а можем зафиксировать, и тогда это в принципе стандартный такой смеситель. Часто в ресторанах подобное устанавливают, считается, что это очень удобно. Есть еще одна небольшая мойка, наверное, здесь можно установить какой-то утилизатор и смельчитель, но в данном случае пока что у нас просто 2 мойки. Как-то можно ими так вот пользоваться, распределяя. Многие хозяйки, наверное, поймут, зачем это нужно. Мне понять сложно, потому что я в этом плане жизни не видал. Тедфорд плита газовая с электроподжигом 3 огня. Вот слегка так утоплена в столешницу. Слева полочка, здесь у нас расположилась кофемашина и крепление фиксатора такой для капсул. И розеточки, естественно, 220 вольт. Выше просто шкафчики. Что по вытяжке? По вытяжке, кстати, на удивление ничего, но, наверное, опционально. Я думаю, что здесь точно можно это заказать, но почему-то сейчас здесь представлена версия без вытяжки. Ниже шкафчики, давайте смотреть, их тут очень много. Раз, два, ну, в общем, 3 ящика здесь, потом еще вот такой для вилок ложек узкий и выдвижная целая конструкция с мусорными ведерками. Маленькое ведерко и побольше ведерко. И все это вот в этой узкой нише так вот вглубь задвигается. А после еще секция с ящиками. Раз, два, ну и 3 побольше.
Вот так вот здесь богато на место для хранения вещей на кухне. Напротив у нас холодильник Dometic, естественно, премиальный, который мы можем открыть как в одну сторону, так и в другую. О, кстати, он работает. Здесь холодит. Ничего себе. И сам холодильник тоже, как и морозилка, в другую сторону открывается. Объем, я так понимаю, что порядка 140 литров холодильник, что весьма стандартно. Далее, при входе есть еще вот так вот раз. Мои любимые шкафчики, которые выдвигаются, узкие пространства, и сюда можно поставить, например, бутылочку вина или что-то такое, ну или какие-то еще баночки. Ну, в общем, это на ваше усмотрение. И ниже еще один точно такой же шкаф. Хотите использовать это как на кухне, хотите использовать уже как в прихожей. Это место для хранения вещей. Также над холодильником у нас микроволновка Panasonic. Вот мы видим, тут как бы аккуратно спрятано в фасад, ничего добавить больше нечего. И дальше у нас шкаф, большой гардероб. Опять-таки большой, чтобы не быть голословным. 50 сантиметров в ширину и 60 в глубину. Ниже гардероб, выше полочки. Но наверху тоже есть палочка для гардероба, то есть полки мы можем перекрутить, переставить. Если переставим направляющие, как-то все это скомбинировать так, как нам необходимо. Плавно перемещаемся в сторону санитарного блока. Если открыть дверь туалета, то таким образом мы отделим пространство санитарного блока от остального жилого пространства. Хочу обратить внимание, что здесь даже есть замок, чтобы запереть эту дверь, что в принципе встречается редко. Туалет по левому борту расположился. Унитаз у нас уже здесь не какой-то вот ну понятно, что это биотуалет, но выглядит он уже как полноценный домашний человеческий унитаз. Естественно, есть здесь электросмыв, две розетки 220 вольт, аккуратный доводчик, вот это микролифт крышки унитаза, полочки для каких-то туалетных принадлежностей, ящики тоже для туалетных принадлежностей, еще одна розетка 220 вольт, и вот так вот буквой Г весь угол сделан с зеркалом, для того, чтобы расширить пространство и чтобы вам было комфортно в любую сторону посмотреть и как бы находиться в целом здесь. Внизу есть шкафчики и в углу раковина. С противоположной стороны душевая кабина. Дверь можно открыть как внутрь, так и наружу, в зависимости от того, с какой стороны идете и как вам удобнее. Заходим внутрь. Закрываем. И, естественно, в дороге есть специальный фиксатор, чтобы она ни в какую сторону у нас не открылась, но когда мы просто пользуемся, она фиксируется магниткой. Душ. Тут все очень просто, стандартно, удобная, весьма просторная душевая кабина. Размеры. 80 сантиметров на 70. 80 на 70 душевая кабина. Остальное все видите в целом так вот визуально. Основная спальня, небольшая ступенька, поднимаемся, садимся на кровать и все, мы в спальню. Всю спальню полностью занимает кровать 2,10 на 2,10. По сути, вот такой квадратик, не считая вот этого выреза. В остальном ничего такого особенного здесь нет. Шкафчики по краям, все очень качественные материалы, каждая ручечка щелкает просто идеально. Вот такое, как в Майбахе ощущение. USB розетки, 220 вольт, различные зоны освещения. Ну и, конечно же, есть дверь, которая отделяет эту спальню от санузла и от другого жилого пространства, если вы санузлом пользуетесь совместно. Она вот так вот у нас раз, два на защелке. Под кроватью здесь снизу вижу регулятор печки, то есть вы можете прямо из спальни отрегулировать, насколько здесь будет сильно греть вам печка Альдо. Естественно, здесь будет Альдо жидкостное отопление. В передней части по левому и по правому борту есть вот такой лючок. И здесь у нас место для хранения каких-то вещей. Например, для ценителей горнолыжного отдыха это будет замечательное место, чтобы сложить лыжи, сноуборды и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, это не единственное место для хранения вещей у нас снаружи. По правому борту также есть еще небольшой лючок. Здесь у нас канализация, какие-то коммуникации проходят. Ну и есть место, чтобы положить какие-то еще вещи, возможно, как раз технические. И есть еще один лючок. Здесь вся электрификация. Тут, конечно, сходу не разберешься. Но здесь у нас есть, естественно, инвертор. Как я понял из описания, на 2 киловатта. Но, наверное, можно и побольше, на 4, на 5 поставить под заказ. И все это скрыто в одном едином лючке. Здесь же есть выход. Вот, кстати, свет включается в лючке прямо автоматически, потому что датчик движения. Люк открываем, хоп, у нас подсветочка. Закрываем, там все погасло, батарейку не тратит. И, конечно, дальше у нас идет багажник. Но багажник я вам, к сожалению, показать не смогу. Вот лишь можно вот
такой кадр увидеть. Это багажник от другой модели, то есть выглядит здесь вот примерно так, а здесь я вам скажу габариты, потому что они написаны на стенде. 1 метр 15 сантиметров на 950 миллиметров, то есть на 95 сантиметров размер багажника, ну а ширина во весь автодом. И стоит то же самое сказать про воду. 200 литров запас чистой воды, это то, что написано здесь, то, что я могу узнать. Всю дополнительную техническую информацию уточняйте по ссылке в описании. А то, что по левому борту, я вам вообще, к сожалению, показать не смогу, кроме того, что, вот я сказал, есть сквозное багажное отделение, потому что машины очень плотно друг к другу стоят, и багажник тоже с двух сторон открыть особо не представляется возможным. Вот такая ситуация, ну, выставка, поэтому смотрим, что можем, и показываем вам ровно так, как можем посмотреть здесь сами и любой посетитель выставки. Marello Loft 82 LB мы сегодня с вами посмотрели. Премиальный автодом на шасси Iveco, сделан в Германии. После прошлых таких наших роликов 2 года назад отсюда же, с выставки в Дюссельдорфе, как я уже ранее сказал, одна из таких машин была куплена в России. Надеемся, что кого-то из наших зрителей, возможно, заинтересует сейчас и вот такой вариант. Вся подробная информация по ссылке в описании. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить другие ролики отсюда с выставки в Дюссельдорфе. Мы снимали и дешевые автодома, и вот сейчас дошли до премиальных. Поэтому, если вам интересно что-то другое, то можете в качестве развлечения посмотреть подобные ролики, а также на нашем канале поискать что-то полезное именно вам. Меня зовут Антон. Подписывайтесь, как уже сказал. До новых встреч. Пока.